Всем привет! Посмотрите, какая красавица облепиха у меня. Здесь у меня ровно 3 килограмма 100 грамм. И из этой облепихи я сегодня хочу приготовить облепиховое желе. Рецепт очень простой, но есть свои нюансы, которые я вам обязательно покажу. Сейчас я эту облепиху хорошенько помою. Вот видите, здесь есть листочки. Это надо все отсюда убрать. Помыл я облепиху аж 2 раза, пришлось мне. И теперь перекладываем облепиху в кастрюлю, в которой мы будем готовить желе. И когда я перекладываю облепиху в кастрюлю, я ее просто сжимаю в руке, чтобы выделился сок из облепихи. Это делается для того, чтобы на начальном этапе у нас облепиха не пригорела, и тем самым воду добавлять не надо. Кастрюлю с облепихой отправляем на средний огонь. И теперь нам необходимо ее хорошенько разогреть для того, чтобы отделилась у нас мякоть от косточек. Вот видите внизу как много сока, так что она теперь у нас не пригорит. Периодически надо помешивать ее и ни в коем случае не доводить до кипения. Держать 70-80 градусов. Накройте кастрюлю крышкой, так на начальном этапе облепиха быстрее прогреется. Нагрел я уже облепиху, но она никак не хочет у меня отделяться от косточек. Поэтому я взял вот такую вот деревянную ступку и вот так вот слегка начинаем давить облепиху, чтобы облепиха дала хорошо свой сок. Прогрел я хорошенько облепиху, начала у меня отделяться косточка от мякоти. И теперь перекладываем облепиху в сито и с помощью сита начинаем процеживать, отделяем мякоть от сока. Жмых ни в коем случае не выбрасываем. Я вначале попробовал отделять вот так вот мять ложкой, но в итоге все-таки половником получается намного быстрее и лучше. Вот он наш драгоценный жмых, ни в коем случае его не выбрасывайте. Я вам в скором времени покажу отличный рецепт, что делать с этим жмыхом. В итоге у меня получилось чистого облепихового сока 2 литра 300 грамм. Я добавляю теперь сахар из расчета 1 к 1, то есть 2 килограмма 300 грамм. По рецепту у нас идет 850 грамм на 1 литр сока. Но так как у меня ягода кислая, поэтому я немножко увеличил количество сахара. Отправил я кастрюлю на газ-плиту. У меня получилось объем 3800. То есть немножко не хватило до 4 литров. Теперь сахар хорошенько перемешиваем и на сильном огне доводим до кипения. Крышкой не открываем, пускай лишняя жидкость испарится. Желе из облепихи закипело, теперь огонь я делаю постепенно минимальный, и для того, чтобы много не образовывалось пены, я добавляю сюда 15 грамм сливочного масла. Мне этот лайфхак посоветовала Оксана с канала «Вкусные секреты». За это ей спасибо. Ну вот, сами как видите, прошло буквально 3 минуты и никакой пены здесь нет. Теперь огонь я держу минимальный, крышкой не накрываем. И будем уваривать желе из облепихи минут 30. Прошло у меня ровно 30 минут, и желе из облепихи у меня готово. Банки я, как всегда, и крышки простерилизовал, а посуду, которой я пользуюсь, я всегда обдаю кипятком. И теперь заполняем нашим желе из облепихи банки до самого верха, накрываем крышками и закатываем. Я сейчас вам показываю оригинальный рецепт, который мне дала моя подруга Лена Абрамова, за что ей большое спасибо. Рецепт проверенный не только мной, готовьте, не пожалеете. Желе из облепихи на зиму у меня готово. Желе получается невероятно вкусное, а самое главное густое. Вот посмотрите, оно еще теплое, но уже вот такое оно густое. Так что готовьте на здоровье. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.